едем в далекие края. То есть на север Испании. Привет! Мы с вами сейчас находимся на севере Испании, в Овьедо, где и начнем наше путешествие по северу. Оно не будет супер большим, самое основное даже, наверное, не посмотрим, но зато сможем составить впечатление о том, какой же он, это север Испании. Это мое первое такое путешествие, здесь никогда не была, но можно сказать, что мне уже нравится. Потом объясню, почему. И сейчас, к сожалению, несмотря на то, что день, я не могу погулять с вами по Овьедо, потому что мне надо идти работать. И только ночью я выберусь, чтобы что-то вам снять и показать. Надеюсь, что будет видно, красиво и вам понравится. Чтобы поработать с таким видом из окна, мы добирались из Севильи в течение 8 часов с 5 утра. И надо сказать, что это действительно того стоило, потому что мы можем заметить очень сильный контраст между югом и севером Испании. И по широте дорожек, и по архитектуре, и даже потому, как одеваются люди. Я честно могу сказать, что север мне как-то показался более близким. Вполне вероятно, что влияет климат. И, наверное, все же влияние климата на наше поведение, наши привычки, наши желания, и в том числе архитектуру и стиль, достаточно серьезные. Меня тут привлекает то, что старая часть города выглядит так, как мы обычно представляем себе, или, по крайней мере, как нам показывают в фильмах старинные города. Здесь мы с вами видим собор, который строили в течение нескольких веков, и начали строить его, если я не ошибаюсь, в XIV веке. Однако, насколько я понимаю, именно на этом месте уже очень-очень давно была построена базилика. И уже позже вокруг этого места разросся город. А базилика была построена благодаря какому-то видению 2 монахов. Ну, по крайней мере, так гласит легенда, которую я прочитала. В городе, разумеется, не все было так прекрасно и гладко. Была скорее борьба за трон, убийства. В городе также бушевал пожар. И насколько я понимаю, конечно, если я понимаю правильно, именно в Овьедо начинался первый путь паломников в Сантьяго-де-Компостела. Как бы то ни было, это уже совершенно современный город с неким старинным очарованием. И вечерами, да и по утрам можно заметить очень много людей, которые сидят в барах и кафешках. Очень много сидрерий, поскольку этот регион, собственно, и славится своим сидром. И самое интересное, очень много разных статуй. И самое интересное в том, что большинство из них изображают что-то связанное с материнством. И они действительно выглядят очень нежно и мило. И я не знаю, совпадение ли это, или это влияние севера, потому что на юге совершенно другая атмосфера. Но именно в Овьедо я увидела сразу 2 свадьбы, и
Кроме того, увидела достаточно пар с маленькими только что рожденными или не только что, но детьми, которым меньше года. И это удивительно. Потом я, конечно, посмотрела статистику по регионам, где, в каком городе, в каком регионе больше свадеб, больше рождаемости и так далее. И Овьедо в этом списке нет. На удивление, наоборот. Одним из таких более пиковых и интересных городов в плане рождаемости и ранних, плюс-минус для Испании ранних свадеб, это некоторые города больше на юге Испании. Однако мои глаза говорят, что я видела много маленьких детей, достаточно детской инфраструктуры и много зелени. Это все располагает, насколько я понимаю. Ну а раз вы продолжаете смотреть это видео, значит, что, наверное, вам нравится. И чтобы вы не заскучали с этой поездочкой, я все-таки хочу вас предупредить и напомнить, что я преподаватель русского языка. И в первую очередь это видео делается, чтобы вы практиковали русский язык на слух и нашли для себя какие-то новые слова и выражения. Но всегда помнили, что только смотреть видео на YouTube, даже такие интересные, не помогает развить вам речевой навык или навык правильного говорения. Для этого надо изучать более структурно. И если вы хотите это сделать, можете записаться на уроки групповые, асинхронные, в паре или индивидуальные со мной, ну или с другим учителем. Здесь вы можете найти мои контакты. И кто бы что ни говорил, все-таки вечерний город очарователен. Вы знаете, есть такие города, которые прекрасно выглядят только утром или замечательно выглядят исключительно вечером, ночью. Но Овьедо в этом плане меня впечатлил. Он выглядит прекрасно всегда, просто постоянно. Эти витражи, эта подсветка, свет фонарей. Кстати, фонари здесь на севере тоже интересные. И для сравнения, пожалуйста, утренний город. Ну что же, а теперь мы с вами отправляемся дальше. Новый день, новые места. Мы с вами находимся в местечке, которое называется Ластрес. И, как вы можете заметить, очень-очень много тумана. По дороге тоже было много тумана. И надо сказать, что мне просто безумно нравится видеть туман. Это, во-первых. И, во-вторых, я обожаю, хотя многие испаноговорящие это не понимают, но я обожаю влажный воздух. Это уже побережье. Здесь, если мы спустимся чуть-чуть вниз, можно увидеть воду, пляж. Все прекрасно, очень красиво, но с туманом не очень видно. Но именно этот туман делает вид и этот поселок таким восхитительным для меня. Здесь не очень много места, улочек, которые можно посмотреть, но просто погулять и повосхищаться – это того стоит. Обратите внимание на то, насколько здесь тихо. Нет такого особого шума. Слышны птицы, слышны какие-то шумы, но не людского происхождения. И все это, несмотря на то, что все-таки уже не самое-самое утро, уже ближе к
полудню. Как мы можем заметить, тишину могут нарушать только мимо проезжающие машины, велосипедисты, люди. Конечно, немного людей на улицах, разумеется, есть, но все равно это не ощущается как гомон кричащей толпы, как это обычно бывает в больших городах. И в этом тоже есть свое очарование. И тоже посмотрите, обратите внимание, как много зелени. И причем зелени везде. На стенах, в горшках, просто кусты рядом. Вообще изначально, да и до сих пор, это рыбацкая деревушка. И насколько я вычитала, ее ценили, или скорее это место ценили еще римляне, чтобы здесь останавливаться в этой тихой на самом деле бухточке. А потом городок заценили пираты и совершали свои набеги, тоже начиная именно с этого места. Удобная бухточка ведь. Говорят, но я не знаю, насколько это проверенный факт, что здесь снимали один из эпизодов «Доктора Кто». Кроме того, еще снимали здесь 2 фильма, в одном из которых этот городок превратили в португальский. А в другом набережная в Ластросе внезапно превратилась в набережную на реке Темзе. Но самое удивительное, что после этого Ластрос не превратился в супертуристический город, где все посвящено коммерции и туризму, и именно поэтому не утратил своего очарования, своей самобытности. И говорят, что некоторые из этих домов, они были построены еще в 17 веке. Все, сейчас мы с вами находимся в Кангас-де-Онис, и пойдемте посмотрим, что это за городок. Начнем, разумеется, с моих любимых развалюх. Меня почему-то все время привлекают разрушенные здания, и если это старинные здания, тем лучше. Но в любом случае, даже не старинные, всегда интересно. Всегда интересно посмотреть, как жили люди и как живут. Но именно в этом городочке таких полуразрушенных, разрушенных зданий практически не наблюдается. Все очень ухожено. И не могу сказать, что прям-таки для туристов, но все же городок достаточно туристический. Примерно в этом районе началась реконкиста, и некоторое время этот городок успел побыть столицей Астурии, но не очень долго. Тут римский, но не римский мост. Очень жарко, поэтому надо пойти поплавать в речке. А освежившись и поев, перемещаемся. Теперь давайте пойдем посмотрим Кавадонгу. Говорят, что это очень красивое место. Опять любимые развалюшки и такая красивая, зеленая, восхитительная дорожка наверх, чтобы, вероятно, не ощущалось такой жары, которой нас встретил север. Однако нечего жаловаться, потому что на юге еще более жарко. Этот фонтан интересен тем, что говорят, что можно загадать желание, но я не знаю какое. Что-то связанное
возможно, со свадьбой, или там надо поцеловаться, или выпить воду, не уточняла. Но рассказываю легенду, скажем так, которую услышала. Отсюда, мне кажется, открывается самый красивый вид на главную достопримечательность. И, собственно, это главная достопримечательность вблизи. Внутри, да, она сильно впечатляет. Также меня впечатлило место нашей остановки на ночь. Посмотрите, как красиво. И главное, недорого по сравнению с остальными местами остановок. А это, собственно, поселок, где мы остановились. Мне он тоже понравился, потому что это совершенно не туристическое место. И эти штуки, обратите внимание, если вы думаете, что там живут, нет. Это исключительно места для хранения продовольствия, то есть круп и других запасов. А сейчас люди их не убирают, это интересно, а перестраивают под современный лад, чтобы внизу можно было организовать что-то типа гаража или дополнительного места для хранения. Это интересно. Вот, например, здесь. Это уже такой современный гаражик в стиле Северной Испании. Пора прощаться. Увидимся в следующем видео.